Глава 1241. Наложница. Когда Сян Чжили завершил передачу голоса, выражение лица Ху Цинли смягчилось, и он повернулся к Хань Ли со словами: «Значит, ты знаком с дьявольской наложницей Лин и внес значительный вклад в убийство дьявола на горе Куню, да ассист Хань. Кроме того, ты также ответственен за то недавние события в секте рассеивающейся инь. Должен сказать, я очень удивлен. Я думал, что культиватор божественной трансформации ответственен за эти подвиги. В этом случае ты действительно достаточно силен, чтобы считаться равным мне, господин Даосист Хань. Я также наслышан о тебе, брат Ху. Надеюсь, ты простишь меня за такой неожиданный визит», — с уважительной улыбкой ответил Хань Ли. «Конечно. Я, естественно, более чем готов познакомиться с таким замечательным вундеркиндом, как ты, господин Даосист Хань». Затем Ху Цинли повернулся к Сян Чжили с улыбкой на лице и спросил: «Кстати, у вас двоих есть сведения о других культиваторах, верно?» Культиваторы зарождающейся души, стоящие за Ху Цинли, были ошеломлены новостью, что Хань Ли участвовал в инциденте секты рассеивающейся инь, который они только что обсуждали. Кроме того, они были еще более удивлены, увидев, что Ху Цинли счёл Хань Ли равным себе. После слов Ху Цинли они получили возможность выразить почтительные приветствия Сян Чжили и эксцентрику Ветру, которым они просто махали руками в знак приветствия. Однако, после того, как один из культиваторов выразил свое почтение Сян Чжили и эксцентрику Ветру, один из культиваторов зарождающейся души неожиданно сжал кулак в знак приветствия Хань Ли и сказал с завистью на лице: «Поздравляю, брат Хан. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались, и ты уже достиг поздней стадии зарождающейся души». Это был молодой человек в зеленом одеянии. Он был никто иной, как старик Горький Бамбук, с которым когда-то сражалась человекоподобная марионетка Хань Ли. Спустя такой промежуток времени он все еще находился на пике средней стадии зарождающейся души, поэтому казалось, что его путь культивации завершится здесь. У Хань Ли не было большого впечатления об этом старике, и он просто улыбнулся в ответ: «Не думал, что мы встретимся здесь, господин Даосист Горький Бамбук. Мне удалось продвинуться до поздней стадии зарождающейся души благодаря счастливой случайности». Услышав это, старик Горький Бамбук слегка кашлянул и собирался сказать что-то еще, когда Ху Цинли нетерпеливо вмешался: «Ладно, это не место для разговоров. Если вы не возражаете, вы все можете пройти в мой дворец и поболтать там, господа даосисты». Таким образом, старику Горькому Бамбуку не осталось ничего другого, кроме как проглотить свои слова и криво улыбнуться Хань Ли. Все культиваторы спустились вниз и направились во дворец, откуда вышел Ху Цинли и другие. Войдя во дворец, все заняли свои места. Хань Ли сел рядом с трио Ху Цинли и Сян Чжили, что явно выделяло его среди всех присутствующих гостей. Неудивительно, что Сян Чжили и эксцентрику Ветру предложили место рядом с Ху Цинли, поскольку они также были культиваторами стадии божественной трансформации. Однако Хань Ли находился только на поздней стадии зарождающейся души, но ему были оказаны такие же почести. Это было довольно удивительно для всех присутствующих культиваторов, и каждый из них стал размышлять о его личности. Все гости во дворце были выдающимися персонажами в мире культивации, и даже все они были весьма озадачены, но ни один из них не позволил своему замешательству проявиться на их лице. Однако культиватор рядом со стариком Горьким Бамбуком не смог подавить свое любопытство и тихим голосом спросил его о Хань Ли. Несмотря на то, что он приложил усилия, чтобы сдержать голос, весь дворец был заполнен высокоранговыми культиваторами, поэтому его вопрос все еще был слышен всем. Старик Горький Бамбук встречался с Хань Ли только один раз, поэтому он не мог предоставить много информации, к большому ужасу всех культиваторов, подслушивающих их разговор. Тем временем Хань Ли сидел в своем кресле со спокойным выражением лица, словно совершенно забыв о том, что все умирают от любопытства узнать, кто он. Ху Цинли беседовал с Сян Чжили и эксцентриком Ветром, а также со всеми другими культиваторами зарождающейся души, и оказалось, что ни один из трех культиваторов божественной трансформации не собирался представлять Хань Ли. Таким образом, никто не осмелился спросить их о Хань Ли, поэтому они могли только продолжать игнорировать свое любопытство. Через некоторое время ученый в синем одеянии со смысленным выражением лица повернулся к Хань Ли и неожиданно встал на ноги. Он сжал кулак в приветствии, протянув его Хань Ли, и спросил: «Господин Даосист Хань, ранее от старшего Ху я слышал, что ты как-то связан с инцидентом, который не так давно произошел в секте рассеивающейся инь. Это правда?» Хань Ли был удивлен, услышав этот вопрос. Он просто спокойно кивнул и ответил: «Я действительно был замешан в этом инциденте, а почему ты спрашиваешь? Ты как-то связан с сектой рассеивающейся инь?» «Я просто странствующий культиватор и никак не связан с сектой рассеивающейся инь, но я несколько раз встречался с даосистом Фэном из этой секты.
Это не очень важный вопрос, но я просто хотел спросить, имеет ли смерть даосистов на какое-то отношение к тебе?» С серьезным выражением спросил ученый в синем одеянии. Все остальные культиваторы зарождающейся души в комнате все замолчали, услышав это, ожидая ответа Хань Ли на этот вопрос. Разговор Ху Цинли с Сян Чжили и другими также пришел к временному завершению, когда он обратил свое внимание на Хань Ли с оттенком улыбки на лице. Хань Ли прищурился и ответил: «Если ты действительно хочешь знать, тогда мне нечего скрывать, мастер секты рассеивающийся инь действительно был убит мной». Его реакция вызвала настоящий ажиотаж среди всех присутствующих культиваторов зарождающейся души. «Понятно. Спасибо, что ответил на мой вопрос, брат Хань». Ученый в синей мантии был также потрясен этим ответом, но просто кивнул и занял свое место. Это было довольно удивительно для Хань Ли, но он ничего не сказал и слегка улыбнулся в ответ. Ху Цинли усмехнулся, увидев это, и уже собирался что-то сказать, как вдруг служанка в роскошном платье подошла и, изящно наклонившись к нему, что-то прошептала на ухо. Ху Цинли кивнул и погладил бороду, посмеиваясь: «Еще до вашего приезда я собирался показать всем 3 моих будущих наложниц. Прямо сейчас они у дворца, поэтому я позову их сюда, чтобы они налили вина гостям. Хе-хе, не стесняйтесь заранее принести свои поздравительные подарки. Особенно вы двое, брат Ветер, брат Сян, вы должны обязательно предложить ценные подарки. В противном случае, вам будет неловко, если эти младшие сделают мне подношения дороже ваших». С тех пор, как мы впервые встретились, я потерял счет того, сколько сокровищ я подарил тебе, потому что ты продолжаешь брать все больше и больше наложниц. «Ты старый счастливый негодяй», — сказал эксцентрик Ветер со смиренным выражением на лице. Несмотря на свои протесты, он все же перевернул ладонь и, достав небольшую деревянную коробку, положил ее на стол перед собой. Сян Чжили тоже с улыбкой вытащил нефритовую коробку, но ничего не сказал. Ху Цинли не разозлился словам эксцентрика Ветра, а вместо этого разразился хриплым смехом, сказав: «Ха-ха, не пытайся обвинить меня в получении выгоды от вас двоих. Все подарки, которые вы предложили, были переданы моим наложницам, и я не сохранил их для себя, так что не будьте такими скупыми. Кроме того, эти сокровища в любом случае ничто по сравнению с вашим огромным богатством, так что вы также можете раздать их моим прекрасным наложницам». Все остальные культиваторы во дворце также начали предлагать свои поздравительные подарки, среди которых были редкие материалы, а также ослепительные древние сокровища. Прежде чем приехать сюда, Хань Ли уже определился с тем, какой подарок он собирается предложить, и вытащил из коробки 2 флакона с таблетками. Эти таблетки были очень эффективны для культиваторов зарождающейся души, чтобы усовершенствовать их базы культивации, так что это был неплохой подарок. В то время как Хань Ли изучал все другие предлагаемые подарки, он услышал звуки шагов снаружи ворот дворца, после чего группа слуг в роскошных пятицветных платьях вошла с 3 изящными красавицами в центре их группы. Все культиваторы во дворце одновременно обратили свое внимание на этих 3 женщин, и зал наполнился вздохами благоговения. Эти 3 женщины действительно были необычайно красивы, одна из них была довольно миниатюрной, ее кожа была светлой, как снег, а черты ее лица были похожи на замысловатые произведения искусства, у другой была элегантная фигура с парой соблазнительных глаз, способных очаровать душу. Последней, кто завершила трио, была гибкая и грациозная женщина с сочными черными волосами. Она также была довольно изысканной красавицей, но выражение ее лица было довольно отчужденным. Все 3 женщины обладали исключительной внешностью и основами культивации, и было действительно трудно определить, какая из 3 была на первый взгляд самой красивой. Тем не менее, гибкие и изящные черты лица последней женщины были исключительно великолепными, и каждое из ее движений, казалось, было наполнено соблазном. Однако выражение ее лица было довольно холодным, а ее глаза были совершенно пустыми, создавая резкий контраст, который каким-то образом придавал ей уникальное очарование, и все присутствующие культиваторы не могли оторвать от нее взгляд. Напротив, тело Хань Ли резко вздрогнуло, увидев эту женщину, и выражение его лица резко изменилось. «Вы 3 подойдите и налейте немного вина для моих гостей. Они пришли сюда не только для того, чтобы просто поздравить меня. Фиолетовая духовная фея, подойди сюда и налей вина для моих 3 уважаемых гостей», проинструктировал Ху Цинли, указал жесткой и грациозной женщине. 2 другие женщины кивнули с изящными улыбками в ответ. Сразу после этого 3 служанки направились к 3 женщинам, держа в руках нефритовые подносы, на каждой из которых были бокалы и кувшин с вином. Обе женщины приняли подносы и начали предлагать вино всем гостям. В ответ все культиваторы поспешно поднялись на ноги и поблагодарили их за их усилия. Однако изысканная красотка по имени Фиолетовая духовная фея не сразу сделала то, что ей сказали. Вместо этого ее брови слегка нахмурились, и она перевела взгляд на Сян Чжили и остальных.
По всему ее телу пробежала дрожь, когда она увидела Ханьли, и жизнь, казалось, вернулась к ее пустым и отстраненным глазам. Она пристально посмотрела на Ханьли, казалось, не в силах отвести взгляд. Эмоции быстро сменялись на ее лице, начиная с недоверия до восторга, и, наконец, намек на беспокойство. Судя по ее странной реакции, любой мог сказать, что она и Ханьли были знакомыми и очень близкими. Выражение лица Ху Цинли сразу помрачнело при виде этого. Весь дворец полностью затих, и все повернулись к фиолетовой духовной фее и Ханьли с особыми выражениями на лицах. Глава 1242. Рука помощи. «Ты знаешь господина даосиста Ханя, фиолетовая духовная фея?» — спросил Ху Цинли. Его голос не был очень громким, но для женщины он звучал как грохочущие раскаты грома. Фиолетовая духовная фея оторвала взгляд от Ханьли и улыбнулась. «Брат Хань действительно мой знакомый». Она пыталась действовать спокойно и собрано, но ее прерывистое дыхание явно указывало на то, что она не могла сдержать свои эмоции. «Фиолетовая духовная фея, не думал, что встречу тебя здесь», — сказал Ханьли с кривой улыбкой на лице. Однако выражение его лица быстро вернулось в норму. Ху Цинли на мгновение замолчал, а затем продолжил равнодушным голосом. «Приятно слышать, что фиолетовая духовная фея и господин даосист Хань уже знакомы. Для начала, почему бы тебе не предложить немного вина господин даосисту Ханю, фиолетовая духовная фея? Войдя в мой дьявольский дворец, ты должна разорвать все связи с прошлой жизнью, так что этот бокал вина может стать последним прощанием с господином даосистом Ханем». Казалось, его не интересует вопрос о том, каковы отношения между Ханьли и его наложницей. Наигранная улыбка на лице фиолетовой духовной феи сразу же застыла от этих слов. Одна из служанок рядом с ней вручила ей нефритовый поднос с кувшином вина и зеленым бокалом. Фиолетовая духовная фея посмотрела вниз на предметы на блюде, и ее шелковистые волосы закрыли большую часть ее лица, не позволяя никому узнать ее текущее выражение лица. Однако она лишь на мгновение запнулась, а затем осторожно подняла бокал с вином. Когда она это сделала, напряженная атмосфера, нависшая над дворцом, стала более расслабленной. Мрачное выражение на лице Ху Цинли также смягчилось при виде этого. Ханьли молча смотрел, как фиолетовая духовная фея наливает ему вину, а затем взяла бокал. Она подняла голову и изящно подошла к Ханьли. В этот момент все эмоции исчезли с ее лица. Она снова приняла свой холодный и отчужденный вид и стал смотреть на Ханьли так, как будто он был незнакомцем. При виде этого губы Ханьли слегка дернулись, но выражение его лица осталось неизменным. «Господин даосист Хань, пожалуйста, возьмите этот бокал вина». Голос фиолетовой духовной феи был чрезвычайно ровным и однообразным, словно эти слова произносил простой сосуд без души. Ее жалкий вид перед всеми культиваторами вызывал сочувствие. Ханьли не сразу стал брать бокал, который ему предлагали. Вместо этого он осмотрел фиолетовую духовную фею, пока его взгляд не остановился на ее лице. Его глаза медленно сузились, и напряженная атмосфера вернулась во дворец. Выражение лица Ху Цинли осталось неизменным, но холодный свет вспыхнул в его глазах. Сян Чжили, казалось, что-то почувствовал, и, нахмурившись, он взглянул на Ху Цинли. Тем временем эксцентрик Ветер просто усмехнулся, глядя на своеобразное взаимодействие Ханьли и фиолетовой духовной феи, и было невозможно понять, о чем он думал. Остальные культиваторы зарождающейся души смотрели на происходящее с разнообразными выражениями на лицах, но было совершенно очевидно, что большинство из них с нетерпением ждали неизбежного несчастья, которое должно было обрушиться на Ханьли. Ханьли поднял руку и внезапно взял чашу вина от фиолетовой духовной феи, а затем выпил содержимое за один раз. Этот поворот событий стал неожиданностью для всех присутствующих. Ху Цинли поднял брови на долю секунды, а затем выражение его лица вернулось к нормальному. Смесь сложных эмоций всплыла в пустых глазах фиолетовой духовной феи, но она тоже ничего не сказала, взяв пустой бокал у Ханьли и приготовилась отвернуться. Пока все думали, что Ханьли покорился невысказанному запугиванию Ху Цинли и что пришло время двигаться дальше, Ханьли внезапно сказал: «Стой. Если я не ошибаюсь, кажется, на твое тело наложено ограничение». «Верно, фиолетовая духовная фея». Фиолетовая духовная фея вздрогнула еще раз, и ее шаги неосознанно пошатнулись. Весь дворец затих, когда все смотрели, затаив дыхание. В такой тишине можно было услышать падение булавки. Лицо Ху Цинли оставалось совершенно бесстрастным, и он, отхлебнув вина из своего бокала, сказал: «Кажется, господин даосист Хань выпил слишком много и болтает пьяную чепуху». Недовольство в его словах было уже очень очевидным. «Не волнуйся, брат Ху, хотя я выпил несколько чашек вина, но я по-прежнему достаточно трезв для последовательной речи». Ханьли беспечно хмыкнул, словно не замечая недовольства Ху Цинли.
Ху Цинли посмотрел вниз на алое кольцо на одном из своих пальцев, размышляя: да неужели? Фиолетовая духовная фея, позволь мне спросить кое-что. Ты тоже думаешь, что господин Даосист Хань напился и сам того не заметил? Фиолетовая духовная фея несколько раз изменилась в лице от этих слов и открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни единого звука. Ху Цинли, казалось, почувствовал нерешительность в сердце фиолетовой духовной феи и повернулся к ней. Когда он поднял голову, все испугались его вида, и по их спине побежал холодок. Черты лица Ху Цинли были совершенно нормальными всего секунду назад, но теперь на его лице внезапно появился слой черного ци, а взгляд его стал холодным и налился кровью. Такими глазами не мог обладать человек. «Господин Даосист Ху, ты...» Сян Чжили хотел что-то сказать, но его внезапно оборвал морозный голос Ху Цинли. «Даже если это твой друг, ты ждешь, что я буду молчать перед лицом его наглости? Если он не даст мне должного объяснения, тогда я позабочусь, чтобы он никогда не покинул это место». Сян Чжили криво улыбнулся, услышав это. Вместо того, чтобы пытаться убедить Ху Цинли, он повернулся к Хань Ли, покачав головой, и сказал: «Младший боевой брат Хан, ты знаешь, что ты делаешь, верно? Я не смогу помочь тебе здесь, тебе придется дать брату Ху объяснение самостоятельно». «Я верю, что ты сможешь дать брату Ху правильное объяснение», — сказав это, Сян Чжили закрыл глаза, пытаясь медитировать, сделав вид, будто его здесь и не было. Очевидно, он не хотел вмешиваться в это дело. Несмотря на то, что Сян Чжили ничего не сказал, Хань Ли умел читать между строк и понял, что тот пытается защитить его. Просто Сян Чжили и Ху Цинли были культиваторами стадии божественной трансформации, и он явно не хотел втягивать Ху Цинли в прямой конфликт. Таким образом, он мог только предложить несколько предостерегающих слов и отстраниться от ситуации. С легкой улыбкой на лице Хань Ли повернулся к фиолетовой духовной фее и спросил: «Фиолетовая духовная фея, мы знакомы много лет, и ты одна из моих близких друзей. На твоем теле есть ограничение в теле, что говорит о том, что ты была вынуждена заключить эту договоренность. Я не хочу оскорблять господина Даосиста Ху, но я не настолько бессердечен, чтобы полностью игнорировать ситуацию, когда тебя, возможно, заставляют делать что-то против твоей воли. Я хочу, чтобы ты ответила честно: ты готова стать наложницей брата Ху? Если так, то я, естественно, не стану настаивать на том, чтобы разрушать взаимно любящие отношения». Однако, если ты не хочешь, Хань Ли затих, но последствия его слов были совершенно очевидны. На лице фиолетовой духовной феи были смешанные эмоции. Казалось, она хотела ответить, но не знала, что сказать. Нет необходимости спрашивать ее, не имеет значения, хочет ли она стать моей наложницей или нет. Что ты сделаешь, даже если она будет вынуждена заключить это соглашение против ее воли? Ты собираешься насильно забрать ее у меня? Ху Цинли повернулся к Хан Ли с насмешливой улыбкой на лице. «Значит, тебя действительно принуждают против твоей воли. Это верно, фиолетовая духовная фея?» Хань Ли попросил подтверждения. Фиолетовая духовная фея окаменела от слов Ху Цинли, но Хан Ли перешел на позднюю стадию зарождающейся души и, похоже, не боялся Ху Цинли. После этих наблюдений ее сердце вспыхнул отчаянный порыв, и она, стиснув зубы, ответила: «Несколько лет назад я непреднамеренно раскрыла свою истинную внешность и была насильно захвачена несколькими старейшинами секты Небесного Дьявола. Мне никогда не давали выбора в этом вопросе». Ху Цинли просто молчал и слушал с холодной улыбкой на лице. У остальных присутствующих культиваторов также были практически равнодушные выражения на лицах. Насильственное похищение культиваторш было очень неодобрительно в сектах праведного Даа, таких как секта высшего процветания, но это было чрезвычайно обычным явлением в сектах дьявольского Даа, вплоть до того, что это считалось чем-то совершенно оправданным и разумным. Все присутствующие культиваторы, естественно, не были связаны с какими-либо сектами праведного Даа, поэтому неудивительно, что их не потрясло ни в малейшей степени. Это все, что мне нужно было услышать, фиолетовая духовная фея. «Брат Ху, я не собираюсь оскорблять тебя, поэтому тебе не нужно злиться. Все в этом мире имеют цену, и я готов предложить обмен за свободу госпожи фиолетовой духовной феи», сказал Хань Ли, словно совершенно не обращая внимания на недовольство Ху Цинли. «Обмен. Думаешь, у тебя есть все, что нужно, чтобы заключить со мной сделку?» Ху Цинли слегка запнулся, и на его лице появилось странное выражение. «А ты думаешь, я недостоин, брат Ху?» Спросил Хань Ли. «Верно. У тебя нет того, что нужно, чтобы предложить мне сделку. Ты можешь быть более могущественным, чем обычный культиватор на поздней стадии зарождающейся души, но ты все еще ничто в моих глазах. Ты действительно думаешь, что ты мне ровня, потому что господин Даосист Сян привел тебя с собой? Кроме того, что ты можешь предложить мне? А, верно, я слышал, что у тебя есть 2 духовных сокровища. Если я захочу, я могу просто убить тебя и забрать эти сокровища.
Ху Цинли стал угрожать зловещим голосом. В то же время на его теле появился слой черного света, и казалось, что он действительно намеревался убить Ханьли. Холодный свет вспыхнул в глазах Ханьли, и он послал Ху Цинли передачу голоса. «Господин Даосист Сян, должно быть, рассказал тебе о моих духовных сокровищах, но он также рассказал тебе и о моих бессмертных побеждающих бусах. Кроме того, ты действительно думаешь, что я передал всю имеющуюся у меня информацию о пространственных узлах? Или ты уверен, что ты можешь поймать меня живым и использовать технику поиска души, несмотря на бессмертные побеждающие бусы, которыми я обладаю?» Грозное выражение лица Ху Цинли резко изменилось от этих слов. Он пристально посмотрел на Ханьли с холодным выражением на лице и внезапно замолчал. Несколько мгновений спустя Ху Цинли послал передачу голоса эксцентрику Ветру. «Господин Даосист Ветер, у этого ребенка действительно есть бессмертные побеждающие бусы?» Ху Цинли использовал какую-то секретную технику для передачи своего голоса, не шевеля губами, и даже Ханьли не смог поймать его в действии, несмотря на его мощное духовное чутье. Глава 1243. Обмен Ханьли. Эксцентрик Ветер, естественно, был недоволен Ханьли в своем сердце, но он определенно не собирался обманывать это Ху Цинли. Немного поколебавшись, он послал ему передачу голоса в ответ. У него не только есть бессмертная побеждающая бусина, но и похоже, что у него их несколько. Тебе будет довольно сложно убить его, брат Ху. Выражение лица Ху Цинли осталось неизменным, но его сердце дрогнуло от этих слов. Одна бессмертная побеждающая бусина уже была большой проблемой, но если у Ханьли их было несколько, то он представлял существенную угрозу. Однако насторожился он не из-за этого. Имея это в виду, Ху Цинли послал передачу голоса Сян Чжили и спросил: «Брат Сян, ты знал, что информация, которую он предоставил о пространственном узле, может быть неполной?» Сян Чжили ответил передачей голоса: «Не имеет значения, знаю ли я или нет, и если бы я был на его месте, тоже не стал полностью всю имеющуюся у меня информацию. Важно то, что он согласился сотрудничать с нами, поэтому он, естественно, предоставит всю необходимую информацию со временем. Мне все равно, что ты с ним сделаешь, но он должен остаться живым. В противном случае я буду вынужден вмешаться». Но это мелкое отродье демонстрирует такую наглость. Если я сейчас отступлю, все бы подумают, что я боюсь культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Ху Цинли был очень недоволен. «Господин Даосист Ху, ты, кажется, поглупел, проводя столько времени в своем дьявольском дворце. С нашим уровнем культивации какое значение имеет то, что другие люди думают о нас? Эта женщина действительно прекрасна, но неужели ты собираешься отказаться от возможности получить бессмертие из-за наложницы? Если ты действительно не хочешь, чтобы эта возможность ускользнула у тебя из-под носа, можешь преподать ему урок. Даже если ты не убьешь его, я могу поклясться, что ты ничего не увидишь», — ответил Сян Чжили. Ху Цинли немного помолчал, а затем решил: «Похоже, тогда мне придется сыграть здесь роль антагониста. Посмотрим, сможет ли он предложить что-нибудь полезное в обмен на фиолетовую духовную фею». Затем он повернулся к Ханьли с холодным выражением лица и сказал: «Раз тебе сюда привели господин Даосист Сян и господин Даосист Ветер, я готов спустить это дело на тормозах. Если ты заберешь свои слова назад, я могу притвориться, что ты просто ошибся». Угроза в его словах была очень очевидной, но он давал Ханьли возможность одновременно зарыть топор войны. Все культиваторы зарождающейся души во дворце были очень удивлены этими словами. Было совершенно ясно, что этот великий старейшина секты Небесного Дьявола действительно, похоже, очень опасался Ханьли. В противном случае он не позволил Ханьли вести себя таким образом. Таким образом, все они повернулись к Ханьли с недоумением на лицах, пытаясь выяснить, как ему удалось заставить Ху Цинли изменить свое мнение. «Спасибо за твою щедрость, господин Даосист Ху. К сожалению, у меня нет привычки забирать сказанные мной слова. Поэтому мне придется попросить тебя рассмотреть то, что я сказал ранее», — без колебаний ответил Ханьли. На этот раз Ху Цинли пришел в бешенство. У него на лбу вздулись вены, и он пристально уставился на фиолетовую духовную фею и Ханьли, и во дворце разразился удивительный всплеск духовного давления. Его тело мгновенно превратилось в массивный вихрь, заставляя всю духовную ци во дворце стекаться к нему. Все культиваторы зарождающейся души зашевелились, ощутив непостижимую силу Ху Цинли, и в их умах вспыхнула одна и та же мысль. Казалось, что он действительно был в ярости и собирался напасть на Ханьли. Имея это в виду, культиваторы, сидевшие рядом с Ханьли, переглянулись между собой и, поднявшись со стульев, отступили на несколько шагов. Никто не хотел быть втянутым в битву между ними, если это случится.
Даже несмотря на то, что фиолетовая духовная фея достигла стадии зарождающейся души, она, естественно, не могла противостоять разрушительному духовному давлению, которое оказывал культиватор стадии божественной трансформации, и побледнела, отступив на пару шагов к столу Ханьли. В следующее мгновение она почувствовала на своем плече теплую, но твердую руку, которая влила в ее тело взрыв чрезвычайно чистой магической силы. Фиолетовая духовная фея почувствовал прилив тепла, распространяющийся по всему ее телу, после чего духовное давление, которое мгновение назад было столь же невыносимым, как ледяная буря, внезапно показалось ей не более чем легким весенним ветерком. Она рефлексивно повернула голову и увидела руку Ханьли на своем плече, и сам культиватор одарил ее успокаивающей улыбкой. Она не знала, почему Ханьли мог оставаться таким спокойным в этой ситуации, но беспокойство в ее сердце чудесным образом исчезло при виде его улыбки. Она прикусила нижнюю губу и улыбнулась в ответ с легким румянцем на лице. При виде этого Ху Цинли рассмеялся от гнева и внезапно снял свое мощное духовное давление. «Хе-хе, если ты действительно так сильно хочешь ее, тогда я готов заключить с тобой сделку. В обмен на свободу фиолетовой духовной феи я приму 2 твоих духовных сокровища». Все остальные культиваторы стали втайне переглядываться между собой. В их глазах Ху Цинли явно не хотел отпускать фиолетовую духовную, иначе с чего бы ему констатировать такое абсурдное состояние. Духовные сокровища были самыми могущественными и редкими сокровищами в человеческом мире, и во время сражений за эти сокровища погибло бесчисленное количество людей. Даже среднестатистическому великому культиватору было бы повезло иметь в своем распоряжении 1 или 2 копии духовных сокровищ, но Ху Цинли просил 2 духовных сокровища в обмен на свободу фиолетовой духовной феи. Он явно не был искренен. Но с другой стороны, довольно удивительно было то, что Ху Цинли не стал сразу же нападать на Ханьли. Еще более удивительным для всех было то, что Ханьли обладал 2 духовными сокровищами. Неудивительно, что он мог сам нанести такой хаос в секту рассеивающийся инь, и оказалось, что он не лгал, когда заявил, что мастер секты рассеивающийся инь погиб от его рук. Все культиваторы зарождающейся души горячо обсуждали друг с другом, в то время как лицо фиолетовой духовной феи, когда она услышала это условие, стало смертельно бледным. Естественно, она также знала, насколько ценны духовные сокровища, и она знала, что никто не согласится на такой смешной обмен. Как и ожидалось, Ханьли слегка вздохнул и отказался предлагать свои духовные сокровища за такой обмен, нечто запредельное, господин Даосист Ху. «Прости меня, но я должен отказать тебе». «Тогда тебе хватит и твоих бессмертных побеждающих бусин», — холодно хихикнул Ху Цинли. Ханьли нахмурился и покачал головой. «Свои бессмертные побеждающие бусины я также не могу передать тебе. Даже если бы я хотел предложить эти бусины, боюсь, что я был бы полностью в твоей власти без них». «Хе-хе, похоже, ты все-таки знаешь свое место, но кроме твоих духовных сокровищ и бессмертных побеждающих бусин, что еще ты можешь мне предложить? Я жил более 1000 лет, и даже если в мире людей есть вещи, которые могут меня соблазнить, они никоим образом не окажутся в твоем распоряжении», — хмуро посмеялся Ху Цинли. «Правда? Могу не согласиться. Могу я спросить, сколько лет тебе осталось жить?» Усмехнувшись, спросил Ханьли. «Несмотря на то, что я нахожусь в сумеречной фазе своей жизни, для меня не проблема прожить еще 400 лет. А почему ты спрашиваешь?» Ху Цинли был довольно озадачен этим вопросом. Получив этот ответ, таинственный взгляд появился на лице Ханьли. Его губы дрогнули, и он начал посылать передачу голоса, вместо того, чтобы продолжать общаться напрямую. «Если бы я дал тебе шанс продлить твою жизнь еще на 500 лет, ты отпустишь фиолетовую духовную фею, господин Даосист Ху?» 500 лет? Ты имеешь в виду солнечную исцеляющую воду?» Ухмылка исчезла с лица Ху Цинли, и он неосознанно выпрямился с выражением пристального внимания в глазах. Эксцентрик Ветер не мог слышать содержание их разговора в передаче голоса, но он был весьма удивлен, увидев реакцию Ху Цинли. В это время Сян Чжили также открыл глаза и повернулся к Ху Цинли с ошеломленным взглядом. Только тогда Ху Цинли понял, что позволил своим эмоциям овладеть над ним. Таким образом, он сразу же изменил свое выражение лица, продолжая посылать Ханьли передачу голоса. Солнечная исцеляющая вода — это единственное духовное лекарство в человеческом мире, которое может продлить жизнь человека до такой степени. У тебя действительно есть такое необычное лекарство. Если так, я бы с большим удовольствием отпустил фиолетовую духовную фею и даже бы предложил тебе дополнительную выгоду в обмен. Голос Ху Цинли стал чрезвычайно теплым и серьезным, словно он стал совершенно другим человеком. У меня нет солнечной исцеляющей воды, но у меня есть ледяная квинтэссенция, которая является одним из основных ингредиентов, необходимых для изготовления солнечной исцеляющей воды, честно ответил Хань Ли. Только ледяная квинтэссенция. В голосе Ху Цинли звучало разочарование.
Он чувствовал, как Хань Ли намеренно бросил его на эмоциональные американские горки. Если бы у меня действительно была солнечная исцеляющая вода, то зачем я бы стал предлагать тебе сделку? Я мог бы просто дать ее старшему боевому брату Сяну или господину Даосисту Ветру, и они определенно были бы готовы силой спасти фиолетовую духовную фею для меня. Уверен, что ты знаешь технику усовершенствования солнечной исцеляющей воды. Хотя огненную эссенцию чистого солнца найти довольно сложно, такой мощной секте, как твоя секта Небесного Дьявола, это не составит труда. Такой обмен честный, не правда ли, брат Ху? Хань Ли предложил уверенным голосом. Для культиваторов стадии божественной трансформации, таких как Ху Цинли, духовное лекарство, способное продлить их жизненный цикл, определенно было гораздо более заманчивым, чем духовное сокровище или два. Таким образом, Хань Ли был уверен, что Ху Цинли согласится на этот обмен. Если бы он не обладал таким предметом, ему было бы довольно сложно спасти фиолетовую духовную фею. Конечно, он осмелился упомянуть об этом предмете, так как уже мог сказать, что Ху Цинли довольно настороженно относился к нему. В противном случае, раскрытие того факта, что он обладал ледяной квинтэссенцией, только дало бы Ху Цинли еще одну причину убить и ограбить его. Ху Цинли впал в период молчаливого созерцания, услышав предложение Хань Ли. Эксцентрик Ветер и Сян Чжили переглянулись между собой с удивлением в глазах. Никто из них не знал, что Ху Цинли обсуждал с Хань Ли, но было совершенно очевидно, что ярость Ху Цинли полностью подавлена. Все остальные культиваторы зарождающейся души также сгорали от любопытства, но никто из них не осмелился задавать вопросы. Глава 1244. Одна атака. Насколько мне известно, ледяная квинтэссенция — это то, что можно найти только в Северном ночном дворце. Если бы не тот факт, что в прошлом в Северном ночном дворце был культиватор божественной трансформации, и что огненную эссенцию чистого солнца очень трудно найти, их ледяная квинтэссенция была бы украдена давным-давно. Северный ночной дворец с тех пор потерял своего культиватора божественной трансформации, но их ледяная квинтэссенция также исчезла много лет назад. Я лично проникал в Северный ночной дворец, чтобы искать его, но не смог его найти. Где ты взял эту ледяную квинтэссенцию? Неужели это тот самый флакон, который потерял Северный ночной дворец? Спросил Ху Цинли. Казалось, что Хань Ли предсказал, что Ху Цинли задаст ему такой вопрос, и он ответил: конечно, нет, разве могло быть такое невероятное совпадение? Я смог получить только часть ледяной квинтэссенцию из тысячелетнего нефрита в пещере высшего нефрита, зала духовной пустоты Северного ночного дворца. Если я отдам тебе все, что у меня есть, этого должно быть достаточно, чтобы сделать 2 порции солнечной исцеляющей воды. В этот момент Ху Цинли внезапно прекратил передачу голоса и сказал во всеуслышание: мне все равно, откуда у тебя этот предмет. Его чрезмерное использование нанесет мне вред, так что мне не нужно больше, чем минимальное количество. Однако, если ты хотите предложить этот предмет в обмен на свободу фиолетовой духовной феи, у меня есть другое условие. Если ты согласишься на мое условие, тогда я отпущу фиолетовую духовную фею. Каково условие? В глазах Хань Ли мелькнуло удивление. Он не ожидал, что Ху Цинли станет навязывать другое условие. Ху Цинли бросил холодный взгляд на женщину и сказал: все просто, кроме того, что ты отдашь мне обещанный предмет, ты также должен выдержать одну атаку от меня, не уклоняясь и не используя свои бессмертные побеждающие бусины. Если ты сможешь сделать это, тогда я соглашусь на эту сделку. Выражение лица Сян Чжили слегка изменилось, услышав это, но он быстро снова собрался с силами. Напротив, эксцентрик Ветер смотрел на Ху Цинли с оттенком удивления в глазах. У всех остальных также были контрастные выражения на лицах. Резкое изменение отношения Ху Цинли уже озадачило всех, все они задавались вопросом, какое сокровище мог предложить Хань Ли, чтобы вызвать такую сильную реакцию у культиватора божественной трансформации. Однако, услышав дополнительное условие Ху Цинли, все были еще более озадачены. Хань Ли слегка прищурился и спросил: я должен атаковать тебя, и мне не позволено уклоняться. Верно. Это мое условие. Если я не преподам тебе урок, все подумают, что любой может просто отнять у меня моих наложниц, как им будет угодно. Зловещим голосом ответил Ху Цинли. Весь дворец снова замолчал, и многие погрузились в глубокие размышления. Неужели Ху Цинли в конце концов пытался убить Хань Ли? Несоответствие между культиватором зарождающейся души и культиватором божественной трансформации было чрезвычайно резким. Если Хань Ли было запрещено уклоняться, как он не может выжить после атаки Ху Цинли? Поэтому все перевели свой взгляд на Хань Ли, и лицо фиолетовой духовной феи побледнело еще сильнее. Немного помолчав, она внезапно стиснула зубы и сказала горьким голосом: тебе не нужно это делать, брат Хань. Я передумала, я хочу остаться здесь, в дьявольском дворце.
Ты можешь уйти сам, брат Хань. Хань Ли запнулся, услышав это, но он быстро понял ее намерение. Однако прежде чем он успел что-то сказать в ответ, Ху Цинли холодно произнес: «Думаешь, мой дьявольский дворец — это гостиница, куда ты можешь приходить и уходить, когда тебе вздумается? Я уже согласился на эту сделку, так что ты не можешь остаться здесь, даже если захочешь. Ты же больше не станет отказываться от моего условия, не так ли, господин даосист Хань?» Хань Ли покачал головой с небрежным выражением лица и ответил: «Если это всего лишь одна атака, то я действительно хочу попробовать». Ху Цинли усмехнулся, подняв руку и указав пальцем на фиолетовую духовную фею. Внезапно она была поражена обездвиживающим, но зудящим ощущением в своем дентяне и невольно вскрикнула. Ее гибкая и грациозная фигура качнулась, и из ее тела вылетело несколько черных нитей, которые, сделав круг в воздухе в виде миниатюрных змей, исчезли в пальцах Ху Цинли. Только тогда фиолетовая духовная фея снова выпрямилась, и выражение ее лица вспыхнуло от удивления и восторга, когда она почувствовала, как ее магическая сила циркулирует по всему телу. Раньше она не могла использовать свою духовную силу, но теперь она хлынула в ее меридианы. Хань Ли, увидев это, также обратил свое духовное чутье на фиолетовую духовную фею, и через несколько мгновений на его лице появилось довольное выражение. Ограничения внутри ее тела действительно перестали существовать. «Передай мне это». Как только он снял ограничение с тела фиолетовой духовной феи, Ху Цинли повернулся к Хань Ли с холодным выражением на лице. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он резко поднял руку, выпустив из своего рукава полоску белого света. С горящими глазами Ху Цинли сделал хватательное движение, притягивая полоску белого света в свою руку. Белый свет отступил, открывая белый нефритовый флакон. Ху Цинли осторожно накрыл рукав флаконом, и крышка отскочила сама по себе. В то же время кольца черного света начали распространяться по воздуху, создавая черный световой барьер, который мешал другим людям определить содержимое нефритового флакона с помощью их духовного чутья. Меры предосторожности, предпринимаемые Ху Цинлеем, только увеличили любопытство всех присутствующих, и даже Сян Чжили глубоко задумался, рассеянно погладив свою бороду. Несколько мгновений спустя Ху Цинли подтвердил, что в самом флаконе хранилась ледяная квинтэссенция, и на его лице появилась легкая улыбка. Закрыв крышку флакона, он перевернул руку, после чего флакон полностью исчез. Сделав все это, он поднял голову и снова перевел взгляд на Хань Ли. Улыбка на его лице исчезла, и на смену ей пришло угрожающее выражение. Внезапно черный свет вспыхнул вокруг его тела, и, превратившись в полоску черного света, он когда вылетел из дворца, оставив после себя только холодный прощальный приговор. «Я буду ждать тебя, брат Хань. Не заставляй меня ждать слишком долго». Прежде чем он закончил свое предложение, полоска черного света уже исчезла вдалеке, но его голос продолжал звучать во всем дворце. Хань Ли, похоже, совершенно не растерялся от произошедшего. Он неспешно налил себе чашку вина, выпил за несколько глотков и поднялся на ноги со спокойным и собранным выражением лица. Фиолетовая духовная фея, напротив, нахмурилась от беспокойства и спросила: «Брат Хань, ты действительно собираешься атаковать его? Он культиватор в стадии божественной трансформации». «Не волнуйся, если это всего лишь одна атака, то я уверен в себе», — ответил Хань Ли со спокойной улыбкой на лице. Ему удалось противостоять атаке аватара высшего демона даже до достижения поздней стадии зарождающейся души, поэтому он был относительно уверен в своей способности выдержать культиватора стадии божественной трансформации. «Тогда позволь мне пойти с тобой, брат Хань. Я хочу поддержать тебя», — настаивала фиолетовая духовная фея с решительным взглядом в глазах. Хань Ли на мгновение замешкал, но, увидев ее решительное выражение лица, кивнул в знак согласия. Духовный свет вспыхнул над его телом и окутал фиолетовую духовную фею, а затем они оба покинули дворец в виде полоски лазурного света. Все остальные культиваторы зарождающейся души также вышли из дворца. Они, конечно, не собирались пропустить такой захватывающий поединок. Даже две великолепные женщины, ставшие наложницами Ху Цинли, немного поколебавшись, вышли из дворца вместе с другими слугами. Внезапно во дворце остались только Сян Чжили и эксцентрик Ветер. Они оба сидели в тишине, казалось, совершенно не заинтересованные в происходящем. «Брат Сян, что ты думаешь об этом?» — спросил эксцентрик Ветер. «Что я думаю о чем?» — равнодушно ответил Сян Чжили. «Конечно, о сокровище, которое предложил брат Хань. Что он мог предложить, чтобы вызвать столь сильную реакцию господина даосиста Ху? В этом мире не так много вещей, которые могли искусить его», — холодно хихикнул эксцентрик Ветер. «Все так, как ты и сказал. Такие сокровища чрезвычайно редкие, но они все же существуют. Так чему ты удивляешься?» Сян Чжили оставался довольно спокойным.
Брат Сян, тебе правда не интересно знать, что это сокровище? Это должно быть что-то, что может быть очень полезно для нас, сказал эксцентрик Ветер. Сян Чжили слабо вдохнул и ответил, что с того, даже если это сокровище было чем-то, что могло бы помочь нам преодолеть наше нынешнее узкие место или продлить нашу жизнь еще на несколько веков. Думаешь, совершив прорыв сейчас, мы сможем вознестись в мир духов? Или ты думаешь, что мы сможем перейти на позднюю стадию божественной трансформации после нескольких веков культивации? Если нет, то нет смысла отвлекать себя такими несущественными вопросами. Вместо этого мы должны сфокусироваться на поиске пространственного узла. У нас с тобой будет шанс достичь бессмертия, пока мы сможем найти подходящий пространственный узел, все остальное в сравнении с этим тривиально. После короткого периода созерцания на лице эксцентрика Ветра появилась кривая улыбка, и он сказал: «Ты прав, брат Сян. Я был сбит с толку своей жадностью. На самом деле, независимо от того, что это за сокровище, у меня нет шансов, что мы сможем достать его сейчас, когда он принадлежит господину Даосисту. В любом случае, похоже, что он не собирается раскрывать кому-либо, что это за сокровище. Теперь я больше обеспокоен тем, что сказал Хань Ли не уклоняться от его атаки. Неужели он пытается воспользоваться этой возможностью, чтобы убить Хань Ли? Все будет хорошо, я уже предупредил господина Даосиста Ху, чтобы он убивал Хань Ли. Кроме того, младший боевой брат Хань должен быть совершенно уверен в своих силах. В противном случае, он не согласился бы на это условие. Стоит сказать, что господин Даосист Ху всегда был весьма нестабильным и непредсказуемым, поэтому мы все равно должны пойти и посмотреть, не возникнут ли какие-либо проблемы. Нам будет очень плохо, если он причинит большой вред Хань Ли в момент безумия. Сказав это, Ся Чжили нахмурился и не смог вернуться спокойствие и собранность, которые были раньше на его лице. Эксцентрик Ветер кивнул в знак согласия и тоже поднялся на ноги. Они оба одновременно качнулись, а затем внезапно исчезли на месте. В следующее мгновение они оба появились за пределами дворца, а затем исчезли во вспышке. Через некоторое время они остановились на некотором расстоянии от дворца. Высоко в воздухе, на расстоянии более 1000 футов от них, Хань Ли и Ху Цин Ли уже смотрели друг на друга. Оба они были совершенно спокойны и бесстрастны. Снизу было много зрителей, и сотни других слуг дьявольского дворца вышли из других соседних дворцов. Все они энергично обсуждали происходившее между собой с волнением на их лицах. Неудивительно, что они были так взволнованы. Увидеть самого мастера дьявольского дворца в действии было довольно редким случаем даже для них. Эксцентрик Ветер взглянул, прищурившись, а затем неожиданно повернулся к Сян Чжили и спросил: «Как думаешь, сможет ли брат Хань противостоять атаке, если господин Даосист Ху использует свою полную силу?» Глава 1245. Нефритовые вершины. Это будет зависеть от того, что хочет сделать господин Даосист Ху. Если это будет обычная атака, то у него не возникнет проблем с этим. Однако, если он готов пожертвовать частью своей жизни, чтобы использовать свое духовное сокровище, тогда у младшего боевого брата Ханя будут проблемы. Думаю, господин Даосист Ху не станет делать глупости, нахмурившись, ответил Сян Чжили. Твой анализ, как обычно, хорош, брат Сян, но ты, возможно, еще не слышал, что господин Даосист Ху недавно получил сокровище, которое, очевидно, не менее мощно, чем духовное сокровище. Однако это сокровище требует использования специальной секретной техники, прежде чем ее можно будет активировать. Если господин Даосист Ху введет в него часть своей магической силы, то оно будет способно раскрыть непостижимую мощь. Я думаю, что вероятность того, что он воспользуется этим сокровищем, очень большая, хмыкнул эксцентрик Ветер. Вот как? Сян Чжили слегка изменился в лице, услышав это. В то время как Сян Чжили и эксцентрик Ветер разговаривали друг с другом, два человека в воздухе, наконец, начали действовать. Ху Цин Ли взмахнул рукавом, выпустив шар зеленого света, который мгновенно превратился в старый зеленый свиток, паривший перед ним. На поверхности этого старого свитка переливался зеленый свет, поражая всех присутствующих своим таинственным чувством. Ху Цин Ли холодно посмотрел на Хань Ли, а затем внезапно сделал печать заклинания и начал что-то петь. Пока тот пел, свиток стал медленно разворачиваться. По мере того, как свиток разворачивался, он вспыхивал зеленым светом, раскрывая часть великолепной живописной картины с десятком зеленых гор разных размеров. Однако прежде чем кто-либо успел хоть как-то разглядеть произведение искусства, из свитка поднялся зеленый туман, мгновенно скрывая содержимое всего свитка. С громким лязгом в воздухе поднялись 18 столбов зеленого света. Такой поворот событий удивил всех присутствующих. Вспыхнув в воздухе, столпы света отступили, и каждый из них превратился в миниатюрную гору высотой около 10 футов.
Все они были красивого оттенка зеленого цвета и источали плотную духовную ци. Громкий лязг, казалось, доносился из этих самых миниатюрных гор. Хань Ли был совершенно поражен этим развитием событий. Но вскоре удивление на его лице сменилось серьезным выражением, и он немедленно перевернул руки. Над его ладонях появились зеленый деревянный кипригель и миниатюрный лазурный котел. Он бросил перед собой деревянный кипригель, и на нем мгновенно появилась проекция цветка лотоса. Лотос резко увеличился в размерах, превратившись в массивный серебряный лотос перед Хань Ли. Тем временем деревянная линейка медленно вращалась в центре цветка лотоса, переливаясь ослепительным зеленым светом. Почти в тот же момент Хань Ли щелкнул пальцем по лазурному котлу, откинув его крышку. С пронзительным звоном из котла вырвался огромный пучок тонких лазурных нитей. В обширном пространстве мерцающего лазурного света тонкие нити превратились в массивную сеть размером более 100 футов, спускающуюся с неба для защиты Хань Ли. Сам небесный котел также увеличился до нескольких футов и взлетел над головой. Затем Хань Ли сделал печать заклинания рукой, и его тело вспыхнуло зеленым светом. На его одежде мгновенно материализовался блестящий золотой световой барьер. Это был не что иное, как буддийский барьер Ваджры. Установив 3 свои самые мощные линии обороны, Хань Ли почувствовал себя намного увереннее и спокойнее. При виде этого Ху Цинли сказал холодным голосом: «Раз ты готов, я тоже больше не буду медлить». Не успел он это сказать, как тут же издал тихий крик и сделал печать заклинания. Из его рта вырвался столб черного света, а затем исчез в зеленом тумане. Он яростно вводил свою духовную силу в свиток. Зеленый туман с грохотом поднялся и с силой обрушился вниз. Сразу после этого в воздух поднялись 18 столбов черного света, вливаясь в 18 миниатюрных гор сверху. Все эти горы мгновенно начали излучать искрящийся зеленый свет, расширяясь с угрожающей скоростью. За несколько мгновений они превратились в массивные утесы высотой около 600 футов, превратив их в 18 настоящих горных вершин. Грохот и лязги, которые издавали горы, стали еще более отчетливыми, и в горах появилась стая обезьян, каждый из которых был размером около фута. Все культиваторы внизу пришли в восторг от увиденного. Фиолетовая духовная фея стала более обеспокоенной. Вперед! Черная ци мелькнула на лице Ху Цинли, когда он схватил воздух, метнув небольшую гору в Хань Ли. После нескольких быстрых захватов в воздухе уже выстроилось в линию 7 или 8 гор, и все они были готовы броситься в воздух одна за другой. Обычный культиватор зарождающейся души определенно не смог бы противостоять атаке даже одной из этих гор, не говоря уже о 7 или 8. Оставалось еще около 10 гор, но Ху Цинли просто выдохнул и оставил их на месте. Возможно, это было потому, что он просто пытался проучить Хань Ли и не хотел на самом деле подвергать опасности его жизнь. Или, может быть, это потому, что активация всех 18 гор требовала чрезмерных затрат магической энергии. В любом случае Ху Цинли не собирался атаковать с остальными горами. Хань Ли был слегка ошеломлен. Он знал, что Ху Цинли, безусловно, в полной мере воспользуется этой возможностью, чтобы развязать одну из своих самых мощных атак, но он не думал, что бросит в него несколько гор разом. Если не брать в расчет то, обладают ли эти горы какими-либо особыми способностями, то одно чудовищное воздействие, которое они могут создать, было непостижимо. Даже несмотря на то, что его духовные сокровища защищали его, он точно не сможет выдержать столько разрушительных ударов подряд. Если бы не их предварительное согласие, он мог бы легко использовать технику передвижения и избежать этих гор. Однако у него не было выбора, кроме как стоять на месте, действуя как боксерская груша Ху Цинли. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, но затем ему внезапно пришла в голову мысль, и он резко похлопал по сумке для хранения духовных зверей. Во вспышке черного света изнутри мгновенно вырвалась маленькая обезьянка размером всего в несколько дюймов. Это был его зверь плачущей души, затем он взмахнул другим рукавом, вызвав маленький черный флакон. Флакон перевернулся, и изнутри вспыхнул серовато-белый свет от 5 человекоподобных скелетов. Это были никто иные, как несокрушимые чевкающие демоны. Затем Хань Ли быстро сделал печать заклинания, и черный свет начал распространяться по телу маленькой обезьяны. Обезьяна быстро увеличилась в размерах, мгновенно превращаясь в колоссальную обезьяну высотой более 300 футов. Огромная обезьяна ударила по груди своими горными кулаками, выпустив длинный громовой крик. Затем она яростно зарычала, и из ее носа вырвался большой желтый луч, сходящийся в массивный желтый трезубец. С трезубцем в руке обезьяна была похожа на извергя, обрушившегося на человеческий мир. Между тем, 5 человекоподобных скелетов также сходились, объединяясь в массивный скелет с костяными мечами, который был сопоставим по размерам с гигантской обезьяной. 2 колоссальных существа стояли рядом, одно слева от Хань Ли, а другое справа. Почти в тот же момент первая гора обрушилась на него с ужасающей силой.
Еще до того, как Хань Ли успел предпринять что-то, скелет и гигантская обезьяна одновременно начали действовать. Обезьяна резко вдохнула, подняв свой трезубец в воздух в попытке парировать гору, в то время как скелет одновременно поднял две костяные сабли и яростно ударил их в воздухе над головой в перекрестном ударе. С оглушительным грохотом в небе раздалось два громких взрыва, и все виды духовного света переплелись между собой. Гигантская обезьяна и скелет были сброшены вниз, но им удалось остановить нисходящий импульс, обрушившийся на них горы. Хань Ли, тем временем, вытащил свой веер трех огней с радостным выражением на лице. Вслед за этим последовало еще несколько ударов гор, укладывающихся поверх первой. Таким образом, даже невероятно мощный скелет и зверь плачущей души не смогли больше выдерживать это сокрушительное нападение. После трех грохочущих ударов тело массивной обезьяны вздрогнуло, и огромный желтый трезубец в ее руках был разбит на множество кусков. В то же время сама обезьяна резко сжалась в шар черного света, вернувшись в свой изначальный размер. Без помощи массивной обезьяны-скелет оказался в еще более ужасном положении. Когда прибыла четвертая гора, обе костяные сабли в его руках сломались пополам, и 4 горы безжалостно рухнули на него. Даже жестокий скелет был поражен чувством страха при виде этой непреодолимой атаки. Сердце Хань Ли вздрогнуло, и он поднял веер трех огней, готовясь атаковать им. Однако именно в этот момент произошло нечто неожиданное. После глухого удара гигантский скелет испустил всемогущий гнев ярости и выпустил поток пятицветного пламени, поразив основание горы внизу. Огромное пространство пятицветного света взорвалось, и скорость спуска гор резко замедлилась в 10 раз от ее первоначального темпа. Однако горы позади нее продолжали давить на нее. С сотрясающим землю грохотом 4 горы врезались друг в друга, что привело к огромному взрыву зеленого света, из-за которого казалось, что в небе поднялось зеленое солнце. Под этим огромным пространством зеленого света безжалостно вспыхивали пятицветные языки пламени, словно поддерживая зеленое солнце в небе. Эта комбинация языков пламени и зеленого солнца стала чрезвычайно изумительным зрелищем для созерцания. Хань Ли был слегка ошеломлен. Он знал, что 5 ледяных огней можно было объединить, вызвав ужасающе странные способности, но он не знал, что это будет удивительно мощно. Вдалеке выражение лица Ху Цинли темнело при виде этого, и еще 2 горы погрузились в зеленый свет по его воле. В этот момент раздался еще более свирепый взрыв. Пространственные колебания поблизости искривились, и зеленое солнце рухнуло с новой силой. Пятицветное пламя, напротив, сильно вздрогнуло и рассеялось в разноцветные пятнышки света. Однако Хань Ли уже был готов к этому, и массивный скелет мгновенно скрылся в виде 5 потоков серовато-белой ци. Затем, с криком феникса, из веера вылетел трехцветный огненный ворон и врезался прямо в падающее зеленое солнце. С огромным ослепляющим взрывом в небе трехцветный свет замедлил падение зеленого солнца. Однако, когда в небе обе вспышки света переплелись между собой, стало совершенно ясно, что трехцветное пламя обладает меньшей мощью и вынуждено спускаться вместе с зеленым солнцем. Глаза Хань Ли вспыхнули, и он указал на маленький лазурный котел над головой. Сеть зеленых нитей, которая изначально защищала его, превратилась в лазурное духовное облако и устремилась в воздух над ним. С помощью этого лазурного облака трехцветное пламя наконец смогло задержать зеленое солнце. Однако, когда еще 2 горы рухнули в зеленый свет один за другим, зеленое солнце смогло снова возобновило свое падение. Хань Ли глубоко вздохнул, взмахнув рукавом в направлении серебряного цветка лотоса перед ним. Массивный цветок лотоса качнулся и исчез на месте. Однако в следующее мгновение вспыхнул семицветный буддийский свет, и снова появился серебряный цветок лотоса. Тем временем маленький зеленый кипригель в центре цветка лотоса начал вращаться, и сам цветок лотоса снова резко расширился.